Наш герой родился в Милане в 1688 году. Золотой век итальянских городов-государств к тому времени давно закончился вместе с Ренессансом. Миланское герцогство потеряло самостоятельность и состояло под властью испанской короны. На дворе новое время и научная революция. Мир стремительно уменьшается и усложняется. Петру Первому всего 16 лет. Страной пока правит царевна Софья. Зато Исааку Ньютону 45, и он уже опубликовал свои математические начала, революционизировавшие физику и астрономию. В Париже, культурном центре Европы, царствует Людовик XIV, король солнца. Расцвет классического абсолютизма. Государство – это я, торжество искусства барокко, максимализм и роскошь как в изобразительном искусстве, так и в музыке и архитектуре. Между тем в Индии пик правления великих моголов, и наш старый знакомый Аурангзеб начинает закручивать гайки, облагая налогом всех немусульман. В Японии сёгунат Токугавы решительно проводит политику закрытой страны. Только отдельным избранным голландским и китайским купцам можно вести торговлю со страной восходящего солнца через порт Нагасаки. А в Китае под маньчжурским императором Канси иезуитский священник из Фландрии Фердинанд Вербист перестраивает Пекинскую обсерваторию и становится главой Китайского астрономического бюро. Погодите. В каком смысле Фламандис был главным китайским астрономом? А разве Китай не был тоже закрытой страной? Разве длинноносых варваров там не били бамбуковыми палками по пяткам? Разве Поднебесная не держала европейцев на расстоянии вытянутой руки, милостливо позволяя им покупать фарфор, шелк и чай за бешеные деньги и презирая их в ответ? Добро пожаловать в изумительную историю иезуитов на Дальнем Востоке. Слово «иезуит» не только в русском языке, но во многих европейских языках в переносном смысле означает двуличного лживого человека, эдакого манипулятора, беспринципного политикана, добивающегося своей выгоды через демагогию и закулисные интриги. Фразу «цель оправдывает средства» часто приписывают основателю иезуитского ордена. Иногда ее приписывают Макиавелли, но столь же часто Лойоле. Вообще, самый известный вам иезуит – это, скорее всего, Арамис. Ну и что выдуманный. Зато самый симпатичный из знакомых иезуитов. Мы все его, конечно, любим, но понимаем, что он был тот еще жук. Под рясой скрывал весьма земные интересы. И что-то там еще тра-ля-ля-ля. Перед грозой так пахнут розы. Если же брать известных исторических личностей, предыдущий папа римский Франциск был иезуитом, но об этом не часто вспоминают, потому что в глазах многих обывателей слово «иезуит» – это почти что ругательство. Кто же такие иезуиты? И почему у них такая скверная репутация? И что они делали в, прости господи, Китае в 17 веке? Иезуиты – это самый новый, последний из великих католических религиозных орденов. Когда появились иезуиты, францисканцы, бенедиктинцы и доминиканцы существовали уже несколько столетий. Орден иезуитов был основан в 1540 году. И дух новой эпохи оказал колоссальное влияние на новый орден, его идеологию и практику. Что такое вообще религиозный орден? Для православного христианства они не характерны, но в истории католичества монашеские ордены сыграли огромную роль. Это такие организации внутри церкви, вроде клубов, члены которых приносят специфические обеты и разделяют, так сказать, жизненные цели. К примеру, францисканцы, босоногие братья, проповедовали совершенную бедность, апостольскую любовь к ближнему и активно практиковали уход за больными и немощными.
а доминиканцы были ориентированы на проповедническую деятельность, теологическое образование и книжность. Рыцарские монашествующие ордены – это вообще отдельная песня. Они отбирали у неверных гроб Господень. Так вот, орден иезуитов был основан Иниго Лопесом де Лойолой, баскским дворянином, бравым таким идальго, который совершенно не интересовался религией, пока в возрасте 30 лет не получил тяжелую рану, надолго приковавшую его к постели и прервавшую его блестящую военную карьеру. Выздоравливая в замке своего отца, Иниго пережил то, что одни называют духовным перерождением, а другие – тяжелым нервным срывом. Он сменил имя на Игнатий, принял обеты бедности и безбрачия, пожертвовал свое оружие в храм и, выздоровев, отправился в долгое паломничество, после чего Игнатий Лойола начал проповедовать, за что быстро был взят за губу и притянут в инквизицию. Там ему популярно объяснили, что нельзя проповедовать всякую отсебятину даже самыми лучшими намерениями. Впадешь в ересь. Лойола серьезно занялся образованием, и уважение к образованию станет краеугольным камнем его доктрины. Лойола, профессиональный военный, сформирует новый религиозный орден – Общество Иисуса, иезуиты. Он организовал свой орден как армию, точнее, как божественный спецназ. Солдаты Иисуса должны были беспрекословно подчиняться своим генералам и отправляться проповедовать Слово Божье во все концы света, который внезапно стал ужасно велик. На дворе была середина XVI века, самый пик эпохи великих географических открытий. С момента своего основания иезуиты не прятались за монастырскими стенами, не изолировались от мира. Они стали модернистским орденом для активных христиан, идти в мир, осваивать планету, налаживать контакты. Мореплаватели открыли новые континенты, нужно нести туда Слово Божье. И если ты хочешь распространить свет Господа на язычников, лучший способ – это найти с язычниками что-то общее, потому что оно непременно найдется. Не может быть, чтобы Господь не подготовил мир к принятию истины. Надо только найти общий язык. Иезуитское образование стало инструментом евангелизации. Это была по-настоящему контркультурная идея в то время. Иезуиты серьезно отличались от предыдущего поколения миссионеров, браво отправлявшихся крестить свежеоткрытых неверных, совершенно не удосужившись сначала хоть что-то о них узнать. Стандартная метода была или крестить язычников силой, или самим принять от них мученическую смерть. До иезуитов подходить к вопросам религии рационально никто не пытался. Главный стратег иезуитов в Азии, Алессандро Валиньяно, наставлял своих братьев: изучайте местный язык, учитесь этикету, носите одежду, которая кажется приличной местным, добивайтесь авторитета сначала с помощью знаний и благородства характера, и только потом начинайте религиозные проповеди. К тому времени, когда родится наш герой, иезуиты уже написали грамматику языка индейцев гуарани, вели философские дебаты с брахманами при дворе великих моголов и ступили на землю Японии. Франциск Саверий, соучредитель Ордена Иисуса, умер у берегов Китая в 1552 году, так и не добравшись до Поднебесной. Но его мечта стала путеводной звездой для его последователей. Китай стал для иезуитов последним испытанием и величайшей победой. В отличие от многих единоверцев-миссионеров, иезуиты считали Китай развитой страной, ничем не уступавшей европейским государствам того времени. Соответственно, они относились к китайцам не как к дикарям, а как к интеллектуальной ровне. И они считали, что их миссия должна состоять не в перевоспитании, а в культурном обмене. Иезуиты послали в Китай не просто хороших христиан, но образованных, талантливых ученых и художников, вооруженных новейшими достижениями европейской науки, техники и искусств. Эти люди приезжали на Восток навсегда. Они учили язык, перенимали манеру одеваться и принимали новое имя.
Никто не ехал в такую даль вокруг Африки и Индии на пару лет. Нет, это было дело всей вашей жизни. Не просто съездить в командировку, но понять этих людей, научиться думать, как они. Не начинать проповедовать с порога, а сначала завоевать доверие. Иезуиты превратили науку и искусство в инструменты дипломатии. Брат Матео Ричи был первым европейцем, который в совершенстве выучил китайский язык, оделся как ученый-конфуцианец и, вооружившись интересными научными игрушками, такими как глобус, часы с боем и призма, в 1601 году был приглашен в запретный город, дворец китайских императоров. В 1618-м Николя Триго привезет в Китай 20 братьев-иезуитов, искушенных в мирских науках, и они составят ядро иезуитской миссии в Пекине. Благодаря своей стратегии культурной инфильтрации иезуиты были значительно успешнее других миссионеров. Прибыв на Дальний Восток под предлогом научного обмена, иезуитам удалось закрепиться там, где до них блистательно и кроваво проваливались миссии других орденов, сразу начинавших диалог с «вы ничего не понимаете», «сами вы дураки», «священники ваши дураки», «предки ваши были дураки», и «царь ваш идиот», «ваши книги священные, полные чушь, и все вы пойдете в ад». Хоть это и не означает, что иезуиты никогда не терпели поражения, и их путь был усыпан розами. К примеру, в 1629 году иезуитскую миссию в Пекине пригласили участвовать в астрономическом соревновании. Кто точнее предскажет предстоящее солнечное затмение. Китайские ученые уже были достаточно осведомлены о закономерностях движения небесных светил, но китайский календарь того времени начинал сдавать, накапливалась ошибка, о чем китайцы были в курсе, и их это очень расстраивало, поскольку без точного календаря невозможно было узнать счастливые и несчастливые дни для свадеб, торговых предприятий, путешествий и похорон. Все благополучие летело к черту. Иезуитские астрономы, вооруженные великой книгой, которой у китайских астрономов не было, нет ни Библии, а звездными таблицами Коперника, предсказали затмение гораздо точнее, чем местные коллеги. Император убедился, что пришельцы лучше знают астрономию, и поставил их на проект по переделке календаря. В результате тот китайский или лунный календарь, с которым мы теперь сверяемся, чтобы узнать, в какого цвета одежде встречать Новый год и какого фарфорового зверя выставлять на полку, является продуктом иезуитских астрономов, претерпевший только незначительную корректировку XVII века. Но со своим календарем иезуиты чуть тогда не вырыли себе могилу. Потому что буквально через несколько месяцев после его принятия сразу 3 члена императорской семьи внезапно умерли один за другим. Знаете, что полагается за то, что ваш новый календарь навлечет такие бедствия на императорскую семью? Смерть через 1000 порезов. Это когда от тебя живого постепенно отрезают по кусочку, чтобы ты осознал глубину своей ошибки. К счастью, почти сразу после оглашения приговора в небе очень своевременно появилась комета, в Пекине произошло серьезное землетрясение, иезуитов пришлось отпустить. То есть не то, чтобы у них не было проблем. Иезуитов периодически изгоняли из запретного города, но потом им удавалось вернуться назад. Даже когда всех прочих христианских миссионеров высылали из Поднебесной, предварительно отлупив бамбуковыми палками. Иезуитская стратегия завоевания доверия через науку и искусство коробила более прямолинейных, но гораздо менее успешных проповедников от других орденов. Иезуиты начали приобретать репутацию двуличных политиканов, умевших втереться в доверие даже к черту лысому. Между тем, иезуиты познакомили Китай с западной наукой и искусством. Они перевели на китайский важнейшие научные работы европейской цивилизации, от Евклида и Аристотеля до Галилея и Кеплера. И они же перевели Конфуция на латинский, таким образом открыв в Европе китайскую философию. Эти избранные труды Конфуция попадут в руки Лейбницу, тому самому математику, но также и социальному философу, считавшему, что в Европе много чему можно поучиться у китайцев, особенно почтению к старшим и принципам гармонии общества и природы.
Император Канси, покровитель наук, находил календари иезуитов точными, их инструменты интересными, а манеры уважительными. При дворе Канси иезуиты занимались проектированием фонтанов, ремонтом часов, преподаванием музыки и рисованием портретов. Они организовали эффективный научный обмен между цивилизациями и стали доверенными слугами трона. Вот тогда-то на сцене появляется Джузеппе Кастильони. Джузеппе родился в Милане 19 июля 1688 года. Он получил домашнее образование с частным преподавателем и учился живописи в родном городе у местных мастеров. Мы говорим о живописи итальянского барокко. В 1707 году Кастильони вступил в общество Иисуса, дав обеты бедности, целомудрия и послушания, и поклявшись посвятить свою жизнь глобальному проекту иезуитов – распространению Слова Божьего в заморских странах. А тут как раз миссия в Пекине запросила прислать хорошего художника, и Джузеппе Кастильони отправляется на восток. Навсегда. Он больше никогда не увидит родную Италию. Путешествие было тяжелым испытанием и занимало в самом лучшем случае 18 месяцев, но в легкую могло растянуться на 2-3 года. У нас нет личных свидетельств самого Джузеппе, но письма других иезуитов того времени представляют собой помесь молитв со сводками погоды. Жестокие штормы у мыса Доброй Надежды, лихорадки в тесных трюмах, недели штиля, когда никто никуда не плывет и все сходят с ума под тропическим солнцем, затем бури и шквалы и уверенность, что вот он настал твой последний час. Никто тогда не путешествовал для удовольствия. Кастильони прибыл в Макао в 1714 или 15 году и столкнулся с первой тяжкой задачей – научиться говорить по-китайски. Благо, братья уже могли ему в этом помочь, и существовали словари. Точно так же, как сейчас китайские студенты, перебравшись учиться за рубеж, часто меняют свои имена, Джузеппе Кастильони взял китайское имя – Лан Шенин, спокойный как сияние. Под этим именем он войдет в ворота запретного города, столичной резиденции Сына Неба. Запретный город в самом сердце Пекина был отрезан от остального города рвами и красными крепостными стенами. Самый обширный дворцовый комплекс в мире. Никто не мог войти во дворец или покинуть его без высочайшего позволения. Иностранцы почти никогда там не бывали. Императорские мастерские занимали северо-восточный угол комплекса. Резчики по слоновой кости и нефриту, мастера эмали, ткачи, каллиграфы, ювелиры и краснодеревщики. Они изготовляли там великолепные изделия для императорской семьи. Кастильони начинал скромно. Он был представлен императору Канси, который, по всей видимости, осмотрел его картину с изображением собаки и другую с птицей. Императору понравился его стиль, и Кастильони был направлен работать в дворцовую эмалевую мастерскую. Хорошо зарекомендовав себя там, он был через некоторое время переведен в Императорскую академию живописи, институт, объединявший элитных художников страны, умевших изобразить дракона 3 взмахами кисти. Там он выработает свой уникальный стиль, представлявший собой синтез европейской и китайской живописных традиций. Как мы знаем, Кастильони вошел в запретный город уже профессиональным художником итальянской школы. Но то, что он мог предложить, было европейским реализмом, умением изображать плоть и шелк, лошадиную гриву и цветы, с фотографическим реализмом, к которому китайская придворная живопись не стремилась. То, чем гордились европейские мастера, к примеру, драматическое светотение и эффектная перспектива, были неуместны и некрасивы с точки зрения китайских эстетов. Густые тени на лицах казались им грязью или, что еще хуже, символом нравственного изъяна. Перспектива – искажением реальности. Чтобы понять, с какими проблемами столкнулся наш герой, нам нужно слегка углубиться в теорию изобразительного искусства.
Европейская живопись по самый конец XIX века с редчайшими исключениями эволюционировала в сторону создания как можно большего трехмерного реализма в рамке холста. Художники стремились к как можно лучшему изображению объема и движения. Картина как бы пробивала плоскость и создавала иллюзию третьего измерения. Поэтому, когда возникла фотография, европейское изобразительное искусство пережило серьезный кризис. Немало художников начало задавать себе вопрос, а нужны ли мы вообще. Фотографы могут сделать гораздо более похоже. Так вот, классическая китайская живопись имела совершенно другие цели. Она была гораздо более орнаментальна и интеллектуальна, не претендуя на создание зрительных иллюзий. Она сообщала факты о предметном мире и создавала красоту как таковую. Контуры, силуэт играли решающую роль. Изображение всех деталей становилось во главу угла, что совершенно нивелировало воздушную перспективу. До линейной перспективы тоже дела не было. Никто не стремился как можно более похоже скопировать кусок мира. Выбирались отдельные детали из мира, которые представлялись на листе в самом лучшем, самом красивом и точном своем воплощении. Пустое пространство вокруг изображаемого не было недорисованностью, а молчанием вокруг сказанной фразы. Кастильоне смог в течение своего многолетнего служения при дворе 3 императоров выработать свой смешанный стиль, где он объединяет то, чему он научился в Европе, с тем, чего требовали у него его восточные заказчики. Его знаменитый свиток, известный как «100 лошадей», является великолепным образцом этого синкретического художественного языка. В отличие от картин европейского барокко, представлявших собой театральные сцены, на которых разворачивалось единое действие, китайские картины часто, но не всегда, но часто, были свитками, которые постепенно разворачивались, и изображение на них читалось последовательно, почти как комикс. И это как раз такой пример. Почти 8 метров длиной. Кастильоне помещает свои 100 лошадей на холмистый ландшафт, где соблюдена как линейная, так и воздушная перспективы. Но при этом сохраняется китайская традиция последовательного изображения разных сезонов. Слева направо мы переходим от весенней к летней и затем к осенней сцене. Каждая лошадь индивидуальна и выполнена с анатомической тщательностью и европейской объемностью. Но под их копытами только тень от тени. В отличие от европейской масляной живописи на холсте, где ошибки можно было исправить, китайские картины писались темперой на шелке. Нарисованное практически невозможно было стереть или исправить. Картина должна была быть предварительно детально проработана, что Кастильоне и делал, создавая подробный эскиз на бумаге, прежде чем перенести дизайн на шелк. Эскиз для 100 лошадей сохранился, и мы можем по нему изучить, как художник работал над своим произведением. Кастильоне также неоднократно писал императоров и членов их семей. Задание архиответственное, с которым он успешно и тактично справлялся. Его конный портрет императора Цянь-Луна – еще один прекрасный пример синтеза двух традиций. В Европе конный парадный портрет был уже стандартом. Он сочетал некоторую условность, вы понимаете, что лошадь нельзя заставить позировать, с реализмом исполнения. Портретируемый помещался на реалистичный пейзаж, будь то парк или поле битвы. Для китайского парадного портрета такая композиция была редким исключением. Императоров, как правило, писали в церемониальной позе, фронтально и статично, на нейтральном условном фоне. Парадный портрет на лошади – это европейская новинка. А уж реалистичный пейзаж позади – это и вовсе настоящее барокко, хоть и взросшенное на китайской традиции. Вообще, исключительная детализация и фотореализм, с которым Кастильоне прорабатывал свои сюжеты, будь то изображение коней, у которых виден каждый волосок в гриве, или портреты вельмож в расшитых золотых нарядах, где, опять же, виден каждый стежок вышивки. Это след его европейской школы. Давайте сравним.
портрет императора Канси работы китайского художника с портретом императора Цяньлуна работы Кастильоне. Вы видите, как более плоскостно пишет китайский живописец, с ярким черным контуром и почти несуществующей светотенью. Кастильоне хоть и не использует светотень во всю драматическую мощь, кажется, что его фигуры залиты грамотно поставленным рассеянным светом, не дающим резких теней. Но светотень, вот она присутствует, а темного контура, делающего картину похожей на гравюру, почти нет. По традициям китайского двора Кастильоне часто работал в сотрудничестве с другими художниками. Художники как бы специализировались. Ты умеешь рисовать птиц? Рисуй птиц, а все вокруг может и подмастерье доделать. Это звучит странно, поскольку менее типично для Европы, хотя, к примеру, в «Утре в сосновом бору» Шишкин написал только пейзаж, а Медведи вовсе даже кисти Константина Савицкого. Посмотрите на эту картину с изображением подарка императору, прекрасного сокола. Сокола во всем его великолепном реализме, перышко к перышку, написал Кастильоне, а присаду, на которой он сидит, неизвестный китайский коллега, презиравший линейную перспективу. В 1765 году группа иезуитских художников, в которую входил Кастильоне, инициировала необычный и масштабный проект китайско-европейского художественного сотрудничества. 4 художников и иезуитов создали серию картин, посвященных военным победам династии Цин в Центральной Азии. Они были отправлены в Париж, где гравёры Королевской академии Людовика XV перенесли их на большие медные пластины техникой афорта. Гравированные пластины были отправлены обратно в Китай, где с них было сделано множество высококлассных оттисков, прославляющих боевые победы императора на границах Поднебесной. Европейское искусство впервые служило китайской политической пропаганде. Повседневная жизнь Кастильоне, должно быть, была нетривиально напряженной. Он жил в запретном городе по иезуитскому уставу, молился по часам и подчинялся своим духовным лидерам. Но он также приспосабливался к дворцовому этикету, долгим аудиенциям у придворных бюрократов, внезапным вызовом к императору, когда тому захочется осмотреть незавершенную работу или показать художнику редкую птицу или прекрасного коня, которого он хотел бы изобразить на шелке. Ему приходилось ежедневно тактично маневрировать между двумя большими политическими силами, не прекращая работать и не забывая о собственной душе. 50 лет Кастильоне наблюдал, как стареют императоры, как падают фавориты, как меняются вкусы придворных, в то время как Буше писал в Париже пикантных пастушек, а Каналетто пейзажи Венеции, и иезуит из Милана писал портрет сына неба в Пекине. Я просто выведу на экран рядом работы его современников, живших в Европе. Изображение стоит 1000 слов. Несмотря на все усилия и стратегии, иезуитам не удалось крестить Китай. Они проиграли идеологическую войну. В значительной мере благодаря зависти других религиозных орденов, поспешивших донести в Рим, что иезуиты проявляют недопустимую терпимость. Иезуиты рассматривали конфуцианские обряды почитания предков не как языческое богослужение, а как светское выражение сыновьей почтительности, вполне совместимое с христианской идеологией и духовностью. В католической церкви разгорается так называемый спор о китайских обрядах, продолжавшийся несколько десятилетий. В конце концов, в 1742 году папа Бенедикт XIV прекратил дебаты, подтвердив запрет на все попытки внести христианский смысл в конфуцианство. То есть католическая церковь решительно встала на сторону нетерпимости и нежелания примирять культурные расхождения. В ответ китайские императоры ужесточили ограничения на христианскую миссионерскую деятельность Поднебесной, и в конце концов все активные проповедники были изгнаны, а миссия иезуитов провалена. Но к их неофициальной роли
ученых, ремесленников и артистов все еще относились терпимо. То, что Кастильоне оставался при дворе в течение 50-летий, несмотря на то, что его большая миссия потерпела крах, свидетельствует о том, как высоко ценили его императоры, и о том, что иезуиты считали, что культура может быть носителем благодати, даже когда догматы сдались. Когда в июле 1766 года он скончался, императорский двор воспринял его кончину с искренним сожалением, и император лично составил эпитафию великому мастеру. Джузеппе Кастильоне был похоронен среди своих братьев-иезуитов в Пекине. Он оставил скромное наследие китайским художникам. Его приемы сдержанной светотени вошли в обиход придворных мастерских. В 1729 году он отредактировал первую китайскую книгу о западной технике перспективы – «Изучение зрения». Когда в XIX веке более поздние китайские художники экспериментировали с западным стилем живописи, маслом на холсте, они начинали не с нуля. Не скатываясь в ревизионизм и признавая, что в истории иезуитов было много темных некрасивых мест, хочу, тем не менее, предложить вам перестать судить об иезуитах исключительно по фразе, им вообще не принадлежащей, что цель оправдывает средства. А лучше по принципу их исконному, Лойолой сформулированному. «Duem in omnibus quaerere et invenire» – «Ищите и находите Бога во всем», в познании мира, в открытии новых стран, в диалоге с другими цивилизациями, в искусстве. Карьера Джузеппе Кастильоне – это длинный эксперимент, подтверждающий состоятельность этой идеи. Когда попытки христианских миссий обратить Поднебесную провалились, он и его товарищи нашли возможности для продолжения диалога цивилизаций. Это взаимное признание не решило всех проблем, не положило конец спорам между Римом и Пекином и, конечно, не избавило от грядущих бурь XIX века. Но остались прекрасные свидетельства того, как люди могут продолжать диалог, когда у них заканчиваются слова, показывая друг другу, что они любят и на что они способны. Трудно придумать лучшее оправдание для искусства, чем это. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.